Здравствуйте! Я приветствую вас на моем канале 10 минут с любовью. Зовут меня Любовь. У меня докторская степень в системе сексуального образования. Также я автор книги Energy of Love and Intimacy. Заинтриговала? К сожалению, сегодня мы на эту тему разговаривать не будем. Но я вам обещаю, что мы вернемся к теме любви позже. Если вы будете следовать моим рекомендациям, а также, самое главное, выполнять все упражнения, техники, которые я буду записывать для вас в последующих роликах. И я гарантирую вам, что вы вернете здоровье, улучшите качество жизни, а также личные и интимные отношения. Сегодня я хочу с вами поделиться, как я перенесла коронавирус и как, самое главное, как я боролась с последствиями коронавируса. Главная идея моего канала – это поделиться с вами, как я боролась, борюсь и еще буду бороться с последствиями коронавируса. Если рассматривать коронавирус как разновидность гриппа, то ему присущи типичные и нетипичные симптомы простой простуды. Ну, типичные симптомы мы все знаем, а вот нетипичные симптомы для простой простуды, которым болеют люди, которые болеют коронавирусом, зависят от того, по какому органу коронавирус нанес разрушительный удар. Коварство коронавируса в том и заключается, что он может нанести разрушительный удар по любому органу, даже не одному, или по всей системе, как кровеносная или нервная система организма человека. Меня в прямом смысле коронавирус ударил по голове, но об этом по порядку. Переболела я в относительно легкой форме, лечилась по принципу «исцели себя сам», принимала микстуру, которая продается без рецепта врача. И действительно, на 5-7 день все симптомы, типичные симптомы простуды у меня прошли. На 10-11 день стал появляться нюх. Вот возврат обоняния воодушевил меня, я подумала, что и все остальные симптомы также потихоньку сойдут на нет со временем. Но время шло, и симптомы оставались со мной. Они приняли затяжной характер, и еще подключилась депрессия. Я уже справиться одна не могла, поэтому пошла к врачу. Врач выслушал меня, сделал анализ и сказал, что я действительно переболела коронавирусом, и на фоне коронавируса у меня был микроинсульт головного мозга. Где-то в голове образовался тромб под воздействием коронавируса, который спровоцировал кровоизлияние. Слава Богу и высшим силам, что это произошел микроинсульт, но все равно последствия очень существенные. Какие же симптомы я испытывала во время болезни и после? Это нетипичные, необычные головные боли. В лобной части, в затылочной боль уходила в уши и опускалась вниз по шее. Также ощущение такое, что посередине головы на этом уровне была точка, из которой бил фонтан горячего пара. Так вот, жих, волнообразно, поток горячего пара, и крышу снесло. Вот так вот у меня было. Также я испытывала головокружение. Так, по стеночке в туалет, чтобы не упасть. Я должна была ходить медленно, нести голову, для того, чтобы вот я ощущала, что уровень жидкости, который у меня в голове, должен быть всегда параллелен полу. Если это головы наклон или всего туловища наклон, я чувствовала головокружение. Также я заметила потерю слуха, ухудшение слуха и памяти. Но больше всего меня расстроило расстройство речевого аппарата. Это меня напугало, ввело в большой стресс. Язык и губы были несимметричны,
в своих действиях. Язык не ворочил, корень языка не ворочил язык, он был большой и заслонял проход воздуха. Поэтому я имела проблемы с дыханием, проблемы с глотанием. Ну, вот такие вот у меня были симптомы. Доктор приписал кучу лекарств и сказал: в общем-то, пейте лекарства, но это лечится временем и здоровым образом жизни. Я пришла домой расстроенная, подумала и приняла решение, что нужно брать ответственность за свое здоровье в свои руки, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я собрала все свои знания и практики, которыми я занималась. Я хочу большой привет и благодарность послать Владивостоку Александру Васильевичу Городецкому за то, что он более 30 лет тому назад приобщил меня к занятию восточной гимнастикой ушу и также дыхательной гимнастикой цигун. Здесь в Америке она называется тай-чи и чиган. Вот я все собрала до кучи и выработала программу здоровья, по которой 3 месяца ежедневно, регулярно я иду по этой программе. И я хочу сказать, что все техники работают. Если посмотреть то, что у меня было 3 месяца назад, и то, что я сейчас, где-то 80% своего здоровья я уже вернула. Ура! Друзья, если вы, ваши родные или близкие, знакомые испытывают такие симптомы, как головные боли, которые не убираются болеутоляющими таблетками, если скачки артериального давления, как у меня было 170 на 100 и 100 на 60 в течение получаса, и таблетки не стабилизировали давление, если у вас головокружение, если у вас ослабление памяти и слуха, а также расстройство речевого аппарата, 100% вы перенесли микроинсульт головного мозга. Все это у нас от головы. И не имеет значения, откуда ножки растут. Это у вас после коронавируса, или от какого-то стресса, или от другого жизненного события, или от механического воздействия на голову. Это микроинсульт головного мозга. И вы должны принять решение ответственное, брать ответственность за свое здоровье в свои руки и присоединяться на тропу здоровья с любовью. Я вас приглашаю на следующие мои видео. Присоединяйтесь. Всего вам доброго. Живите с любовью.